Фернандо, 10-летний мальчик, собирал бутылки и алюминиевые банки, чтобы заработать хоть какую-то денежку. Все это время он мог думать только о своей матери, лежащей в кровати и мучающейся от боли в спине после аварии. Однажды на улице к нему подошли ребята постарше, которых мальчик раньше часто видел на улице, а с некоторыми из них даже дружил. «Привет, Фернандо, не надоело тебе таскаться по улицам? Давай сегодня ты поработаешь с нами», – предлагали друзья. Фернандо лишь ответил: «Не могу. Мне нужно собрать побольше банок, чтобы купить лекарства для матери». «Что? Банки? Мы научим тебя, как легко получить нормальные деньги. Например, $1000. Приходи сюда в 9 вечера и узнаешь. Обещаем, ты не пожалеешь». Иногда нам удается заработать больше $10 000 за несколько минут. Фернандо отправился домой, очень обеспокоенный. Он никогда не слышал о том, что можно легко заработать денег. Его матери приходилось работать днями и ночами без отдыха, чтобы заработать им на еду, но даже так часто не хватало денег на проезд до школы, и мальчику приходилось идти пешком. В раздумьях мальчик пришел домой. Он увидел свою маму, лежащую на кровати и страдающую от боли, и отправился на кухню готовить ей ужин. Фернандо помог ей устроиться, сидя на кровати, и смотрел, как она ест спагетти, которые он отварил, а потом снова уложил ее в кровать, чтобы та могла смотреть телевизор. «Сынок, присядь со мной», — сказала мать. Но сын не мог перестать думать о деньгах, которые он может заработать, если пойдет в 9 вечера к своим знакомым. Он быстро собрался и сказал матери, что этой ночью он отправится работать, чтобы заработать много денег. Его мать забеспокоилась и не успела ответить, как он моментально выбежал из дома. Когда Фернандо пришел туда, где обычно собирались его друзья, он очень удивился, увидев, что они все одеты в черное. «Ребята, почему вы так одеты?» – спросил он. «Ну как ты разве еще не понял? Некогда объяснять, держи маску». Ему дали черную маску, чтобы надеть, все остальные ребята накинули капюшоны и сказали: «Вот какой наш план. Мы пойдем в один очень богатый дом. Фернандо, ты самый маленький. Залезешь на крышу по этой лестнице, которую мы несем, а затем откроешь нам дверь. В этом доме некогда не горит свет. Кажется, что его хозяева в отпуске или живут в другой стране». Фернандес не мог поверить, что он и правда собирается это сделать. Он никогда не был вором, но он очень хотел заработать денег и помочь матери. Поэтому он последовал плану друзей, поднялся по лестнице на крышу дома и спрыгнул в сад, чтобы потом открыть дверь. Хотя у мальчиков были инструменты для взлома двери, им не пришлось ими воспользоваться, дверь не была закрыта на ключ. Но когда друзья увидели, какой роскошный внутри был дом, они сразу представили, сколько сокровищ могут там найти. Это был потрясающий особняк. Войдя внутрь, они сразу стали складывать в мешки все дорогие вещи, которые находили: часы, технику, статуэтки, все, что могли найти, пока не дошли до 2-го этажа. Они вошли в комнату и, подсвечивая фонариками, стали осматривать все, что могут украсть. Но неожиданно они услышали слабый голос: «Кто там ходит?». Они перевели фонарики на кровать и увидели лежащего старика на странной кровати, опутанной проводами. Казалось, что это было в больнице. Этот человек не мог двигаться. Провода, связывающие его с аппаратурой, мешали ему. Это было очень грустное зрелище — видеть старика в таком положении и слышать, как он просит их ничего ему не делать. Грусть и угрызение совести охватили Фернандо, который заплакал, осознав, в кого он превращается — в грязного вора. Вид этого мужчины как будто пробудил парня, вызвал у него сочувствие. Он сказал: «Я не могу так больше». Друзья обернулись к нему и сказали: «Ты что, сошел с ума? Надо просто заставить старика спать, положив ему подушку на голову, и все». Но Фернандес встал перед ними и сказал, чтобы те не смели подходить, так как он был готов на все, чтобы защитить старика. Друзья начали оскорблять его, называть идиотом, но тот не изменил своего мнения, повторяя, чтобы они не смели трогать пожилого человека. Тогда они напали на него и стали избивать, пока тот не потерял сознание.
Когда он перестал двигаться, его приятели испугались, так как решили, что он мертв. Они быстро похватали все, что могли, и покинули дом, бросив лежащего на полу мальчика и испуганного старика в кровати. «Эй, ты в порядке?» – спрашивал старик, но Фернандес не реагировал. Через минут 10 он очнулся и попросил прощения на коленях за то, что совершил, но мужчина взял его за руку и сказал, чтобы тот не делал этого, так как его сообщники могут навредить ему, если он их сдаст. «Я прощаю тебя, ты другой, ты хороший парень. Но ты не должен идти на поводу у плохих друзей, даже если твоей семье нужны деньги, а матери лекарства. Самое лучшее всегда – это упорно работать». Удивленный Фернандо спросил мужчину, откуда тот знает, что его матери нужны лекарства. И мужчина ответил: «Мне 85 лет. Я прожил долгую жизнь, я могу понять, что происходит, просто перебросившись несколькими словами. Я вижу, что ты хороший мальчик. Ты пришел в мой дом не просто так, ведь только вчера я просил Бога о помощи. Видишь ли, мои дети живут за границей, и они совсем обо мне забыли. Они наняли мне сиделку, но она делала все, что хотела. Я полагаю, что она обчистила дом еще до вас, и вот уже 2 дня ко мне никто не приходил. Я умираю от жажды и голода». Мальчик тут же напоил старика, а потом пошел на кухню и приготовил ужин из того, что было на кухне пожилого богача. Мужчина сказал: «Ты ангел, посланный мне Богом, чтобы спасти мне жизнь. Я отблагодарю тебя за то, что ты сделал. Посмотри на эту картину. За ней находится сейф с кучей денег. Возьми столько, сколько нужно, чтобы положить твою маму в больницу, а потом возвращайся, я дам работу тебе и твоей матери». Мужчина сообщил мальчику пароль от сейфа и сказал, где лежат ключи от дома, чтобы Фернандо снова не пришлось лазить по крышам. Мальчик выбежал из дома в слезах, очень благодарный незнакомому мужчине. Он отвез мать в больницу, и когда ее устроили в палате, рассказал ей о произошедшем. Хотя женщина и была разочарована тем, что сын дал себя втянуть в такое дело, она все же обрадовалась тому, как он проявил себя в итоге, и похвалила мальчика за его доброе сердце. Выйдя из больницы, Фернандо побежал в дом к пожилому мужчине, он купил ему продукты и лекарства. Так мальчик на протяжении месяца навещал то пожилого мужчину, то мать. И, к счастью мальчика, мать поставили на ноги, она снова могла радоваться жизни, а боль была уже не такой сильной, и в таком состоянии уже было проще работать. После выписки женщина в знак благодарности за лечение и помощь сыну навестила пожилого мужчину. Они быстро подружились, и тот предложил ей также работу в своем доме. Они должны были жить в его доме и помогать ему, а он щедро оплачивал их работу. Так Фернандо с матерью переехали в роскошный дом, мальчик смог снова ходить в школу, мать возила его в школу на одной из машин. Старик просто расцвел и смог покидать свою палату, как называл его комнату Фернандо. Он очень привязался к своей новой семье, они выводили его гулять и исполняли все его желания. Однажды мужчина сказал Фернандо, чтобы тот позвонил по одному номеру. Вскоре приехал странный мужчина в костюме. Они некоторое время поговорили наедине со стариком, после чего тот вышел и направился к машине. В этот день старик позвал Фернандо и его мать к себе. Он еще раз сказал им: «Вы мои ангелы-хранители, и я невероятно рад, что познакомился с такими добрыми людьми. Спасибо вам за все». На следующий день пожилого мужчины не стало. После похорон приехали дети старика из-за границы, чтобы принять наследство. Фернандо и его мать как раз собирали чемоданы, чтобы покинуть дом, но тут приехал тот загадочный мужчина в костюме и попросил всех сесть, даже Фернандо и его мать. Он представился адвокатом покойного и зачитал завещание. Детям оставались накопления в банке в виде денег и золота, а Марсело с матерью достался роскошный особняк, машины и все, что было внутри дома, украшения и даже ценные картины. Дети разозлились, услышав эту новость, но все же с завещанными деньгами они могли безбедно существовать до конца жизни, делая все, что захотят. Когда все уехали, Фернандо повел мать к той картине, за которой скрывался сейф, ввел код
И когда женщина увидела, сколько было денег внутри, она была в шоке. Там было точно не менее $1 миллиона. Фернандо и его мать расплакались от благодарности. Они с умом применили полученное наследство. Фернандо стал получать лучшее образование в городе и уже к 19 годам запустил удачный бизнес. Это был небольшой ресторанчик, который в дальнейшем разросся в крупную сеть. Парень стал очень обеспеченным и половину своих доходов тратил на одиноких стариков. Он создал фонд и разработал программу, целью которой было сделать общение стариков с детьми регулярным. Его организация проводила мероприятия, где пожилые люди играли с детьми, вместе готовили, дедушки и бабушки рассказывали свои истории из молодости. Фернандо понимал, что главное для стариков – это общение с молодым поколением. Именно это придает им вдохновение и чувство удовлетворенности от жизни. Вот и конец истории. Обязательно навестите своих родителей, если давно у них не были, для них это очень важно. На этом все, друзья.